Всем привет, дорогие друзья! Вы по-прежнему на канале «Мы в Испании». Тему сегодняшнего ролика мне подсказал один наш зритель или подписчик. Год назад он написал очень интересный комментарий, и это меня заставило поискать информацию на эту тему. Я приведу лишь несколько примеров нескольких людей, которых мы, вот лично я в детстве, в советское время всегда знала как легендарных советских спортсменов или актеров, но оказывается, что у них есть испанские крови, испанские родственники. И кто же это такие? Вот сейчас я вам расскажу. Ну а вы поддерживайте комментариями, лайками и обязательно напишите, кого вы можете еще вспомнить, кто же такие испанцы, которые прославились в советское время, в советской стране. Первый человек – это спортсмен, легендарный хоккеист. Его, наверное, знают многие, особенно мужчины. Мужчины, наверное, знают все, но все любители спорта, хоккея. Тем более те люди, которые постарше, которые жили еще в СССР, можно сказать, в советской стране, те наверняка знают, потому что множество было интересных игр и незабываемых таких матчей. И даже я была вот маленькая в детстве, я прекрасно это помню. Мы с папой смотрели хоккей. Это двукратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы по хоккею Валерий Харламов. Еще одна атака наших хоккеистов. Несколько передач, и Валерий Харламов ставит окончательную точку в матче. Может быть, для кого-то это открытие, как для меня, к моему стыду было. Именно о нем писал нам наш подписчик. Написал такой комментарий. А знаете ли вы, что легендарный советский хоккеист Валерий Харламов был наполовину испанец, потому что мама у него была из Испании, из страны басков, из города Бильбао. Кармен Ориви Аббат, вот так ее звали. Она была урожденная испанка. Она родилась в Испании, жила в городе Бильбао, это страна басков. И в 12 лет она была эвакуирована в СССР. Вы знаете, что в 1936 по 1939 годы в Испании была гражданская война, и наиболее сильное сопротивление такое было республиканцев именно на севере Испании, то есть в стране басков в частности. И оттуда, кстати говоря, всех детей, многих детей эвакуировали в разные страны Европы, во Францию, например, ну и также в СССР. То есть мама его, Валерия Харламова, родилась в Испании, и 12-летней девочкой ее родители отправили в эвакуацию в СССР. Дорогие друзья, ну, всю информацию я беру в открытых источниках, так же, как вот если будут использованы фото и немножечко видео. Так что ссылки на источники я обязательно указываю в описании. И когда гражданская война в Испании закончилась, повзрослевшие уже к тому времени дети могли бы, в принципе, вернуться обратно в Испанию, но Сталин сказал, мы брали детей у республики отдадим, а там Франко. И только когда Сталина уже не стало, в 1953 году, снова вот Красный Крест уже смог заняться этим вопросом, и однажды, вот в 1956 году уже, насколько я вот прочитала, Красный Крест договорился с советским правительством, что кто хочет уехать на родину, то может это сделать. Таким образом, мама Валерия Харламова с детьми могла поехать навестить своих родителей, узнать о своих родственниках, показать детям свою историческую родину. Но был тоже такой нюанс, о котором я прочитала, что можно было ехать только в один конец. То есть можно было только эмигрировать обратно. При этом еще один такой нюанс был, как я тоже вычитала вот в открытых источниках, что те дети, которые уезжали и которые уже выросли, обрели семьи, и это мальчики были, да, то есть они могли, будучи уже женатыми, имея детей, допустим, вернуться обратно в Испанию, взять своих жен, взять детей, соответственно, всей семьей уехать. Но если девочки, эмигрировавшие, да, испанки, уже вышли замуж, то мужей они перевести обратно в Испанию не могли. То есть взять с собой мужей они не могли. Они могли взять только детей, и таким образом семья разбивалась. Ну, вот такие были в то время трудные, тяжелые условия такой реальности.
Таким образом, многие испанцы, выросшие уже, они смогли поехать на свою родину, повидаться со своими близкими или совсем переехать. Момент приезда тоже освещался, до этого там корреспондент какой-то освещал, что вот будут приезжать дети, поэтому все, конечно, ждали, насколько я прочитала, и встреча была, по-моему, они приплывали в Кадис на пароходах, и встреча была очень такой, ну, душещипательной, потому что многие действительно думали, что детей-то их уже нет в живых. Шайба у Харламова. Вот он ведет, врывается и забивает гол. Следующий, о ком я хочу рассказать вам, дорогие друзья, это тоже известный актер Альгис Арлаускас. Вы, наверное, его знаете. Он снимался в ряде фильмов, в театре и как режиссер тоже 3 документальных фильма у него есть. Всем известный фильм, где он играл в комедии Леонида Гайдая Костю Лукова «Спортлото 82». Вы, наверное, все видели. Сейчас немножечко вам покажем, чтобы вспомнить. Маленький-маленький отрывочек, кто не смотрел. А также есть ряд фильмов тоже у него, например, «Юнга Северного флота» 1974 года, «Цветы для Оли» 1975, «Берегите женщин» 1981, ну и многие другие. Вот сейчас посмотрите маленький кусочек, я вам расскажу тоже, какое отношение он имеет к Испании. Ведь его книга у меня, а моя с талоном у него. Значит, надо его искать. Ну вот, где ж ты теперь найдешь свою мурашку? Ну а мама его, урожденная испанка Кармен Пинедо, она родилась тоже в городе Бильбао. Это страна басков, про которую я вам уже рассказывала, где были самые такие ожесточенные сопротивления в период гражданской войны в Испании 36-39 годов. И она вместе с 2 сестрами была в 1937 году эвакуирована в СССР. Ну и дальше там она познакомилась со своим будущим мужем, он литовец. И вот таким образом мы имеем такого замечательного актера, которого, естественно, смотрим. И, кстати, мы с Алексеем регулярно просматриваем этот фильм «Спортлото 82». Он достаточно такой комедийный, легкий, в таком прекрасном жанре. Ну и вообще, когда играют такие замечательные актеры, там и Михаил Пуговкин есть, и многие другие, то всегда очень приятно смотреть такие фильмы. Ну, как дела? Сегодня обещала с отцом познакомиться. О, это серьезно. Да. Но я вообще-то про буксир спрашиваю. Вот. Таким образом, это еще один у нас известный в советское время, нам, во всяком случае, актер, который я была 100% уверена, что он, актер советский, да, и никак не думала, что есть какая-то связь с Испанией. Вот для меня это тоже было большое-большое открытие, приятное открытие. Ну и сейчас я вам расскажу еще об одном человеке очень интересном. И буду ждать от вас тоже какие-то комментарии с, может быть, дополнениями. И, естественно, всю информацию, еще раз хочу сказать, мы берем в открытых источниках. Поэтому, если какие-то есть дополнения, поправки и так далее, все принимается в вежливой форме в комментариях ниже. Еще одного спортсмена я вам хочу тоже назвать, Хосе Бирюков. Он баскетболист, сегодня его называют легендой мадридского Реала. Ну а начинал он в ЦСКА и в Динамо. Ну, наверное, мужчины знают, любители баскетбола тоже знают. Для меня это тоже открытие было, поэтому сейчас тоже немножечко коснемся его истории, как он связан с Испанией. Его мама была еще в 10-летнем возрасте, когда она тоже была эвакуирована из Испании в СССР. Также многих детей эвакуировали, спасаясь от гражданской войны. И там она впоследствии встретила своего мужа Александра Бирюкова. У них родился первый сын. Первого они решили назвать русским именем Юрий, а второго она решила назвать испанским именем, назвала его Хосе в честь, по-моему, какого-то родственника. Я сразу извиняюсь, если вдруг что-то я беру в открытых источниках, поэтому, может быть, какая информация мне доступна, то я, конечно, и доношу до вас. Это может быть Википедия или прочие источники. А в дальнейшем они уже в 1983 году, по-моему, они всей семьей переехали в Испанию, где он уже играл в Реале в баскетбол, и там впоследствии стал капитаном команды Реал. И всяческие заслуги, конечно, у него есть, но я думаю, что тот, кто увлекается баскетболом, тот лучше знает все. А я хотела вам просто
просто привести пример тех людей, которые связаны и с СССР, связаны и с Испанией, и нам, находясь и живя здесь в Испании, это безумно приятно, гордо. Ну и, к слову говоря, недавно Алексей познакомился здесь тоже с человеком, его зовут Флоренцо, он приехал из из Российской Федерации, наверное, теперь уже сюда. Мама у него тоже была испанка, эвакуированная в СССР. Папа, соответственно, родился и жил в СССР, там они познакомились. Вот такая вот у него тоже история. Но теперь он поет шансон, он известен в определенных кругах, тоже получил в определенном году гражданство Испании, переехал сюда уже в наши, так сказать, вот в эти годы. И, соответственно, не зная языка, он, самое интересное, рассказал, что он не знал особо испанский язык, но я думаю, что здесь он очень быстро освоит. Вот такие интересные встречи происходят здесь в Испании. Я думаю, что очень много можно привести каких-то интересных таких примеров, найти таких интересных людей, которые вот нам действительно казались, что они какие-то такие вот из СССР, а оказывается, что есть и связь с Испанией. У них это очень интересно, безумно. И такие, насколько вот легендарные спортсмены есть, которых видишь с детства, или легендарные известные актеры, фильмы, которые посмотрели уже десятки раз, и смотрим разные фильмы. Вот это очень интересно, безумно ценно. Поэтому я думаю, что эта тема тоже вам может быть интересна. Обязательно дополняйте нас, если у вас есть что интересное написать или привести какие-то примеры еще знаменитых, интересных людей, которые связаны вот с Испанией каким-либо образом. Дорогие друзья, я надеюсь, что этот ролик был вам интересен, полезен и познавателен. А вам я желаю удачи, добра, хорошего настроения. Оставайтесь с нами. Лайк, подписка и комментарий. Рекомендуйте нас друзьям. И не забывайте заходить, проверять вкладочку сообщества. Все, всем удачи, добра, хорошего настроения. Пока-пока. Адьос, амигос.